Всем привет! Я сегодня для вас придумала стрижку, очень красивую стрижку. Это у нас с вами стрижка каре, как вы видите, но не простое каре. У нас с вами каре градуированное и асимметричное. Очень интересный вариант. Эта стрижка подойдет, наверное, всем, большинству, кто любит каре. Ну и особенно тем, у кого не густые, не толстые волосы. Значит, когда мы с вами начинаем стричь, обязательно посмотрите, как растет волос на шее. Почему? Потому что если волосы у вас будут расти в сторону, наверх, то вот такой красивой линии не получится. И надо тогда будет изнутри как бы первую линию, где рост волос неправильный, выстричь, и сверху уже тогда наложить вторую. Но так как у моей модели волосы растут прекрасно, мы с вами начинаем стрижку. Вот вы видели, как мы разделили на блоки. У нас с вами вся затылочная зона одним зажимом и виски. То есть у нас получается 3 деления. И, значит, следите, смотрите, как мы с вами стрижем. Первая линия, у нас окантовочная линия, у нас идет оттяжка 0. Я не поднимаю совсем, как вы видите, волосы, я ставлю расческу и стригу. Значит, конкретно у этой моей модели мы делаем асимметричное каре, и поэтому право у меня будет более длинное, чем лево. Но сейчас вы видите на затылке, здесь не очень понятно. Вам кажется, что как будто бы у меня лево-право одинаковые. Нет, у меня с вами длина, которая возле уха, будет отличаться. То есть на затылке все будет одинаково, ровненько. А вот эта зона, которую я простригаю, с этой стороны будет короче, а с правой стороны будет чуть-чуть подлиннее. Вы потом это в итоге уже увидите, когда я буду переходить к правой стороне на стрижке, для стрижки. И обратите на это внимание. Но сейчас пока мы с вами именно простригаем затылочную зону и начинаем немножко удлинять нашу правую зону, которая будет за ушком. Вторая линия у нас с вами... Второй ряд, который мы отделяем, также идет оттяжка 0. Это для того, чтобы создать тяжелую форму. То есть в этой стрижке, как вы видите, я буду комбинировать. Я вам уже говорила, что это комбинированное, асимметричное, а нижняя линия у меня будет массивная каре. То есть я соединила опять же 3 формы. Вот с правой стороны будет у меня уже чуть-чуть длиннее. Но если вы смотрите с затылка по шее, там будет идеально ровно. Отделяем следующий ряд. И здесь мы уже с вами переходим к нашему градуированному каре. У нас с вами идет натяжение к голове 90, срез 45. По центру мы взяли посерединке, то есть перпендикулярно полу прядь. Здесь мы переходим с вами на диагональ. Вот я вам нарисовала и показала. У меня с вами неподвижная контрольная прядь по центру. К ней я подтягиваю все остальные волосы слева и право попрядно, по диагонали, для того, чтобы вам было легче стричь, не надо было изгибать спинку, не надо было выворачиваться. Когда вы переходите на диагональ, очень хорошо все видно. И вот обратите внимание, если вы сейчас заметили, я уголочек не срезала. То есть у меня же подтягивается вся длина к середине, то есть к центральной нашей контрольной пряди, а соответственно на удлинение. Поэтому у меня вот получился длинный кусочек. Вот этот длинный кусочек вы потом выравниваете в свою нижнюю окантовочную линию. Это для того, чтобы у нас с вами низ был не тонкий, а низ был такой достаточно массивный. Как вы видели, я сейчас вам показала, что я все-таки по диагонали стригу, но у меня есть контрольные пряди, которые я вижу. Так как на диагональ мы с вами перешли, нижняя прядь у нас уже срезана, мы видим длину.
И у нас верхняя прядь получилась, это кусочек контрольной пряди по центру. И поэтому прекрасно видно эти контрольные пряди. Пожалуйста, ориентируйтесь, не срезайте длину. Вот здесь вот обратите внимание, уже идет удлинение, как я вам обещала. Видите, небольшое легкое удлинение за ухом, последняя прядь. Сейчас мы с вами проверяем. Наш срез проверяем. Значит, вы приподнимаете, и у вас как бы получается нижняя часть волос, это будет у вас перпендикулярно голове, а верхняя получится под 45 натянута, опущена к полу. Вот у нас уже с вами получается такая красивая форма. Продолжаем нашу стрижку, продолжаем градуированное каре. Натяжение 90 срез, вот я вам показываю. Вот. Не очень хорошо, когда пальцы закрывают, все видно. Но видите, я вам уже не переношу камеру, так как вы прекрасно понимаете, что здесь у меня я подтягиваю все к центральной пряди. Видите, уже перешла на диагональные проборы. Сколько этих диагональных проборов надо, это вы уже, конечно же, решаете сами. Все зависит от вашей опытности, ловкости и густоты волос вашей клиентки. Потому что стрижки получаются более четкими, если у вас пряди будут не толстые. Потому что тонкие пряди легче простричь их, лучше видно контрольную прядь, вы не теряетесь. Ну, опять, как видите, я уже проверила эту зону, как я простригла и перешла к следующей части. Также у меня с вами продолжается стрижка. Я продолжаю ту линию, которую я создала, линию боб. Видите, я ввожу следующую прядь в свою линию. Здесь прекрасно видно. Не создаете новую, продолжаете линию, которую вы начали. Вы обратите внимание, когда я работаю, я причесываю зубчиками, которые редкие волосы. Но когда я начинаю работать, когда мне нужно именно подстричь уже, я перевожу расческу на более мелкие зубчики. Видите, я причесываю редкими зубчиками, я перевернула расческу. И сейчас еще раз обратите внимание, видите, я работаю редкими зубчиками. А уже когда у вас более точное натяжение должно быть, переворачивайте на более частые зубчики. Совсем заговорилась уже, но вы меня поняли. Вот, переходим, значит, на височек. Этот височек у нас с вами будет опять же натяжение 0, и вы продолжаете линию, которую вы создали. Как мы определяем с вами длину у лица? Вы обязательно смотрите через зеркало и определите, как идет, какая длина вашей клиентки будет идти, то есть будет хорошо ей с этой длиной. Не укоротите лишнего. Но конкретно моя девушка заправляет с левой стороны все волосы за ушко. Ну и поэтому как бы я решила, что эта сторона будет у нас изначально покороче. Вот вы выравниваете все обязательно, чтобы никакие волосочки у нас с вами не торчали из линии окантовки. Вот видите, как мне неудобно, все для вас стараюсь. Видите, подглядываю, видно ли вам в камеру все. Выравниваете, чтобы у нас с вами окантовочная линия смотрелась тяжело, массивно. И переходите к следующей пряди. Эту прядь и вообще все последующие пряди слева вы будете сейчас в данный момент стричь опять в технике массивной. Отрезали длину, если надо, потом подровняете. Не торопитесь, не делайте больших захватов. Не забывайте о том, что стрижем мы только на 2 фаланги, для того, чтобы себя не обрезать.
Натяжение, не забывайте, у нас 0. Теперь вот здесь у нас с вами начинается самое интересное. Вы видите, я разделила у вас лево-право, левый височек и правый височек. И теперь я буду стричь так, что я буду перекидывать волосы, насколько они достают, справа налево и встригать их в стрижку. Это для того, чтобы клиентка могла поменять пробор, если она захочет, более глубоко, там, например, либо посередине. И в этом случае у вас никогда лишние волосочки нигде тогда не выпадут. Будет все очень красиво и гармонично. Стрижка будет закончена. Как видите, у меня больше волосочки не торчат, поэтому мы с вами продолжаем дальше стричь. Сейчас у нас с вами будет проработка. Мы взяли прядь, которую мы простригли с затылочной зоны. Вот я вам показала ее. Это наша будет контрольная прядь. И теперь натягиваем все, как при каре на удлинение. Всю височную зону мы с вами попрядно подтягиваем к нашей контрольной пряди, которая у нас за ухом с затылочной зоной. Ну, к сожалению, видите, я камеру поставила не очень правильно, надо было захватить общий объем. Ну, я надеюсь, вы внимательно смотрели и поняли это все. А вот это я сейчас просто сделала проверку. Вся ли зона у меня хорошо выровнялась. Теперь переходим уже, конечно же, на правую сторону. И теперь наше удлинение. Помните, мы с вами на шее за ушком сделали легкое удлинение. Теперь будем продолжать саму стрижку. Опять же делим попрядно, чтобы вам удобно было захватить и все видно было, как вы стрижете. Натяжение у нас с вами будет опять же 0, но здесь уже будет срез у нас острый. То есть мы будем стричь на удлинение к лицу. Вот смотрите внимательно, видите, я делаю удлинение. Если мы с вами на левой стороне делали срез параллельно полу, то теперь мы его удлиняем. Длину, опять же, вы определяете через зеркало. Берем ту длину, которая будет больше подходить вашей модели, вашей клиентке. Берите, еще раз повторю, небольшие прядки, для того, чтобы вам удобно было стричь и стрижка была более точной. Теперь мы подтягиваем все волосики попрядно к нашей уже сделанной окантовочной линии. Вот видите, я тут проверяю, чтобы вы видели, что я делаю. И встригаем все волосы, опять же, в нашу окантовочную линию. Вы не забывайте, когда вы делаете какую-то длину и вам мешается плечо, не забывайте о том, что нашу клиентку можно попросить голову опустить налево, либо развернуть голову. То есть, если она у вас повернет голову налево, вы можете подстричь право прекрасно, вам не будет мешаться плечо. Поэтому смотрите, как вам удобно, потому что длина, конечно же, может быть и еще длиннее, не то, что я показываю. Это все зависит от густоты волос. Если волосы очень хорошие, то можно сделать более контрастную стрижку, будет смотреться просто шикарно. Простригаете всю зону височную правую, все подтягиваете к окантовочной линии. И затем уже мы с вами будем вводить наш висок опять же в нашу стрижку. Вот смотрите, видите, взяли нашу контрольную прядь за ушком, которую подтянули всю к центру. Здесь опять я не очень покажу хорошо, видите, неправильно поставила камеру, но следующую прядь я уже исправлюсь. Забыла посмотреть, меня заговорили. Вот, видите, теперь вот я вам показываю. Подтягиваем всю височную зону к нашей контрольной пряди.
Здесь, как видите, контрольная прядь у нас более длинная, поэтому вы подтягиваете ее практически к нашей контрольной пряди, которая будет посередине затылка, к нашей контрольной затылочной пряди. И таким образом мы создали с вами достаточно тяжелую линию, но с удлинением к лицу. Теперь мы с вами проверяем наш затылок, чтобы у нас все-таки красиво распадались волосы, нигде и ничего не выскакивало, никаких лишних прядей. Соединяете две височные зоны через затылочную и подтягиваете, естественно, у лица наши линии. Назад все вводите в стрижку для того, чтобы красиво рассыпалось. Вот, посмотрите, видите, уже легкая асимметрия у нас есть. Теперь нам надо все-таки у лица выровнять, потому что пробор девушка может менять. Она не всегда делает четко на этой стороне, потому что можно сделать как бы более глубокий пробор, можно по центру, как я вам говорила, но стрижка должна все равно красиво смотреться. Если вы увидели, я вам написала, что у нас контрольной прядью является первая прядь у лица, которая у нас левая. Справа мы все волосики подтягиваем к этой пряди и продолжаем линию. Вы увидели, это как бы стрижка у нас получается не челки, естественно, а вот этой более длинной зоны. Но для того, что, опять же, никакой волосочек у нас не вылез потом из стрижки. И дорабатываем, опять же, нашу формочку. Вот, видите, я там увидела, что несколько прядок мне не понравилось, они выбились из стрижки, поэтому все дорабатываете. Вот и смотрите, сейчас мы будем дорабатывать нашу более длинную зону. Вот обратите внимание, видите, тут есть какие-то полукруги, да, то есть такие вот неровные линии. Я сейчас буду все это выравнивать, потому что стрижка, как вы помните, была на пальчиках. А для того, чтобы сделать более массивную, четкую линию, стрижете вот так вот на расчесочку. Также можно доработать ее в сухом виде машинкой. Будет более, скажем так, тяжелый эффект. Тоже будет красиво смотреться, но это вы уже смотрите сами, как вам больше нравится. Все аккуратненько, клиентку свою не обрежьте, потому что на самом деле здесь не очень удобно стричь. Все мешается. Поэтому будьте аккуратны, внимательны. Ну и переходите сейчас к челке. То есть стрижка достаточно быстро стрижется. Смотрится она очень красиво. Укладывается она очень легко. Вот ищем челку, где она у нас там. У нас челка асимметричная, потому что, как вы видите, вот такой вот рост волос. Челку густую девушка не хочет. Вот я вам показываю, что здесь она постоянно распадается в этом месте. Поэтому самая короткая зона будет там, где я вам показала. И стрижем, все подтягиваем к этой короткой зоне, для того, чтобы у нас получилась асимметрия. После того, как вы все простригли, мы с вами сушим волосы, где-то оставляем влажности процентов 20-25. И перейдем с вами к укладке, да. Но я вообще уже, наверное, рассказывала о том, что я в основном укладки своим клиентам не делаю. Я делаю сушку. Вот то, что вы сейчас видите, здесь нет никаких укладочных средств. Это называется сушка по форме. То есть мои клиенты делают дома также. Я стараюсь делать такие стрижки, чтобы потом все-таки не укладывались, не мучились дома со всякими там средствами. Ну, пока вроде удается, хотя просто некоторые девушки любят, скажем так, железобетонные укладки. Конечно, тогда надо применять укладочные средства, потому что, сами понимаете, живые волосы, они долго объем не держат.
Если девушка у вас любит укладки носить, ну, это ее право, поэтому вы просто научите правильно пользоваться. Вот после того, когда мы с вами высушим, мы с вами будем дорабатывать стрижку, будем глубоким поинтингом прорабатывать все линии. И челку, и затылок, все будем прорабатывать, поэтому смотрите как бы внимательно, как я это делаю. У нас с вами филировка пойдет разная. Видите, это филировка на расческу. Глубокий, видите, насколько у нас идет поинтинг. Я, да, провожу обучение, вы все время спрашиваете. Да, провожу обучение, окрашивание, стрижки, все, что хотите. Вечерние укладки, да. Так что приходите. Я, естественно, с удовольствием вам все расскажу, всему научу то, что знаю сама. Багаж у меня большой, поэтому я человек, работающий в основном на энтузиазме, как вы видите. Я выставляю вам именно свои работы. Никакого монтажа, никаких доработок. Я даже не умею пользоваться фильтрами. Так что действительно, приходите, я вас всему научу. Подписывайтесь на меня. Я постараюсь вам еще несколько видео смонтировать. Я тут сфотографировала, все сосняла. Просто времени не хватает, работы очень много. Вот смотрите, значит, у нас сейчас идет уже филировка на пальцах. Опять же, поинтинг на пальцах. Вы тоже, когда делаете такие филировки, вы не забывайте о том, что вы не должны пропускать нигде. То есть вы должны брать по очереди все прядки, то есть создавать равномерное облегчение. Для этого вы можете иногда как бы сравнивать густоту руками. Если вот вы не очень в себе уверены, что вы прошлись везде по кончикам, то, конечно, лучше бы сравнить густоту на каждой зоне слева-справа. Поэтому не торопитесь, дорабатывайте всю стрижку. Только будьте внимательны, ставьте ножницы именно параллельно пряди для того, чтобы мы с вами не срезали, либо, как это называется, перпендикулярно пальцем, да, для того, чтобы мы с вами не срезали длину. Длина у нас с вами уже прострижена. Вот посмотрите, какой у нас с вами красивый объемный затылок получается. И так как мы делали с вами массивную стрижку, вы видите, я облегчаю, но я не размываю линию окантовки. Я просто делаю чуть-чуть легче срез. Много либо мало, это уже я советовать не могу, потому что у каждого клиента своя структура волоса. Просто имейте в виду, что все-таки окантовку вот в данной стрижке лучше иметь массивную. Видите, я чуть-чуть даже дорабатываю ее, простригаю ножницами. Она достаточно тяжелая получается. Как я уже ранее сказала, вы можете проработать даже машинкой. Именно вот именно сейчас, тогда, когда уже вы все подсушили, все сделали, вот окантовку можно сделать. Ну, мне нравится моя, поэтому я сделала ее именно так. После того, когда вы прострижете все, не забудьте, что надо все сдуть. Обязательно для того, чтобы ваша модель потом не чесалась. И она будет у вас как бы уже готова, довольна. И вообще вам большое спасибо. Вы меня поддерживаете. Я читаю, конечно же, и отзывы, которые вы мне пишете, которые вы меня ругаете. Я стараюсь исправляться. Я с каждым разом надеюсь, что все-таки делаю для вас много. Стараюсь, что я делаю лучше. Так что спасибо за вашу поддержку. Вы мне пишите, мне это очень приятно. Я отвечаю на все ваши сообщения. Ну, не отвечаю, конечно, те, на которые вы меня обижаете. Я на такие стараюсь не обращать внимания. Так что я жду от вас ваших сообщений. Обращайтесь ко мне, пожалуйста. Я буду очень рада, я вас всех люблю. Вот моя модель, видите, она сейчас покрутится перед вами.
Вот видите, длину вы выбираете сами. Вы только имейте в виду, что когда волос не очень густой, длину сильно длинную делать не надо. Она просто не будет справляться. Вот так вот именно носит моя модель. Она все время левую сторону убирает за ушко. На мой взгляд, она очень хорошенькая получилась. Так что пишите, приходите, я вас жду. Всех с наступающим Новым годом! Пока-пока, а вы досматриваете стрижку. Музыку я вам включать не буду, потому что YouTube блокирует ее и требует подтверждения авторских прав. Так что молча будем тихонечко смотреть эту красивую прическу.